Всем привет! У нас прогноз на первую половину августа для знака зодиака Рыбы. Мы посмотрим сферу работы, карьеры, бизнеса, финансов, любовных отношений. Ох, десятка мечей у вас перевернулась. Да, закончится какая-то сложная, долго тянущаяся ситуация. Также мы получим совет, предупреждение от Таро и сюрприз, неожиданность Ленорман нам покажет. Рыбы, первая половина августа. Что у вас будет происходить в начале августа? Ваш настрой, ваши ожидания. Что у вас будет в личных отношениях? Первая карта, у кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. И для тех, кто в поиске работы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? Сюрприз, неожиданность от Таро. Так, на дне колоды страшный суд. Вы здесь в начале 15 дней ждете каких-то новостей, известий, документов. В конце 15 дней вы что-то получите. У нас страшный суд, да, это может быть окончание каких-то судебных процессов, может быть это ввод в наследство или решение вопросов с недвижимостью. Да, вот смотрите, у нас был паж, который перейдет в конце этих 15 дней в рыцаря. Потому что паж — это еще подготовка, сбор информации, ожидания, да, может быть, какие-то работы с документами, отслеживание в интернете. А в конце 15 дней это уже приход этих документов, это приход каких-то известий, которые полностью поменяют вашу жизнь. Да, страшный суд — это выход из тяжести. Вот я говорю, заканчивается какая-то муторная ситуация, которая долго длилась. У кого-то может быть наконец-то решение суда. То есть может быть какая-то ситуация, которая начала, вот, то есть из маленького конфликта разразилась война. Но это как вариант. У кого-то может быть здесь расставание, да, это у нас суд, это освобождение или избавление от какой-то ситуации или от какого-то человека. Но, как правило, это хорошее завершение чего-то, когда мы вот так вздыхаем и говорим: фу, слава Богу, наконец-то все это завершилось. Тут у вас совет еще ложится, королева мечей. Тут или вам надо так действовать, как мечевая масть, да, убирать из свои эмоции, убирать чувства. Или здесь карта говорит, вам какой-то специалист поможет наконец-то. Вот смотрите, у вас паж, рыцарь и королева. То есть, если вы не смогли какой-то вопрос решить, значит, нужно искать еще более знающего специалиста, который вам поможет этот вопрос разрешить. Ну, по поводу чего, ну, мы сейчас будем уточнять, может быть, нам карты объяснят. Давайте еще сюрприз, неожиданность посмотрим. Рыбы, первая половина августа. Да, вы знаете, вы откроете какую-то тайну по поводу что-то или связано с вашей семьей, или связано, может быть, с членами вашей семьи, или что-то связано с наследством, с жильем, с недвижимостью. Страшный суд еще может говорить о перемене места жительства, о переезде, причем неожиданном. То есть вот происходит какое-то сообщение, звонок, и вам нужно будет резко срываться с места, отправляться куда-то в дорогу. Тут еще какая-то королева жезлов, много людей.
Так, ну давайте смотреть, да, у нас в начале августа у вас ложится паж мечей. Я говорила, это какие-то неожиданные сообщения, новости. А эти новости могут вас или взволновать, или вы начнете активно действовать. Но еще ведь паж мечей дает нам шанс прояснить какую-то ситуацию. Это я и говорила, это анализ, это сбор информации, отслеживание. Что-то может быть через интернет. Еще это у нас отвечает за языки. Может быть, кто-то сейчас из рыб занимается изучением иностранных языков. Может быть, вы это делаете через интернет или с преподавателем. У кого-то еще может быть здесь удачная сдача экзаменов. Опять же, может быть, из дома, по интернету. То есть это получение каких-то новых знаний, которые приведут вас к благополучию, в вашей семье, в вашем доме, к стабильности. Но еще, конечно, вот эти карты говорят о каком-то расследовании, которым вы сейчас занимаетесь. Но по пажу, скорее всего, у вас еще мало информации, но вы ее можете получить в конце этих 15 дней. Вот карта говорит, может быть, надо запрос какой-то сделать, или вот королева мечей, это или госструктуры, или судебные, нотариальные дела, может быть, это юристы, или это архивы. Какую-то информацию запросить. Но еще это может быть дети, да, наши дети. Здесь сейчас обучение, школа, это подготовка детей к школе. Да, покупки для нового учебного года, может быть, какие-то еще репетиторы или сдача экзаменов, да. Может быть, кто-то из детей сейчас поступает в какую-то гимназию, там, переводите ребенка. Ну, тут будет сдавать экзамены. Ну, карта говорит, экзамен он сдаст. Вот избавиться, да, вот паж перешел в рыцаря, экзамены мы сдали, и, слава богу, наконец-то это закончилось. Так, для тех, кто в отношениях или в браке, здесь ложится старший аркан маг. Здесь какие-то новые начала, начинания. Или опять карта говорит о каком-то специалисте. Ну, здесь, может быть, карта показывает, просто мужчина будет очень активен. Может быть, решать какие-то дела, вопросы. Это может касаться и ваших отношений, и ваших совместных дел. Может быть, по поводу вот, решения вопросов, может быть, с недвижимостью или, как я говорила, с наследством. Тут или карта показывает, мужчина будет очень активен, или она говорит, что вам нужен какой-то специалист. Ну, давайте мы уточним. Здесь, если, например, у кого-то стоял вопрос с беременностью, может быть, по пятерке проблемы со здоровьем, не можете зачать. Тут карта говорит, нужно искать хорошего специалиста. Ну, если женщина волновалась по поводу того, что она получит или не получит предложение руки и сердца, да, здесь подготовка к свадьбе. Я говорю, это может быть для вас очень неожиданно произойти. Также здесь могут быть страхи по поводу беременности. Вот карта говорит, ищите. Сарафанное радио, ищите хорошего врача. Да, может быть, надо вот еще королева мечей, да, это тоже у нас врач-хирург. Но это, скорее всего, женщина. Да, может быть, даже нужно будет куда-то съездить. Может быть, другой город, который человек поможет вам вот реализовать вот тут папа, мама и малыш. Карта говорит, отслеживайте информацию, ищите отзывы, ищите специалиста, есть шанс, да, вот определиться. Но еще здесь что-то связано, вот я как и говорила, может быть, то ли решение вопросов с жильем, покупка, продажа. Опять карта говорит, или будьте сами активны, решайте этот вопрос, или обратитесь к специалистам, ну, может быть, к риэлтору. Или здесь вот объединение семьи, ну, вот девятка, страхи, убирайте эти страхи, все у вас тут решится. Да, может быть, как-то карта говорит, не эти 15 дней, но все равно уже какие-то новости, известия, они придут. Вот, будьте активны, королева жезлов. Тут десятка это что? Это благополучие семьи,
Это объединение семьи, также это свадьба, рождение малыша, зачатие, какие-то радостные новости по поводу членов вашей семьи. Вообще это мир, гармония и покой, когда у нас все решается. Но опять же здесь вот дом нарисован. Может быть реально здесь у кого-то строительство, ремонт, какие-то планы. Ну, мужчина тут вопрос решит. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, ложится рыцарь Пентаклей. Да, для женщин здесь есть шанс познакомиться. Рыцарь Пентаклей, конечно, карта трудоголика. Она говорит, да, человек очень стабильный, очень надежный. Может быть, чересчур зациклен на своей работе, как бы вы будете, может быть, даже не на первом, может быть, даже не на втором месте. Да, человек полностью поглощен своей работой, карьерой, бизнесом, зарабатыванием. Он умеет зарабатывать, но он умеет и копить, и тратить. Иногда карта говорит, да, может быть, чересчур уж они будут такие спокойные. Здесь не будет никаких взрывов, ревности, конфликтов. Иногда даже кажется, что ну очень скучно мне с этим человеком, но зато он очень надежный. Просто вы должны понимать, что он такой, какой есть. Для мужчин здесь или карта говорит знакомство на работе, или, знаете, будете решать вопрос какой-то, может быть, с машиной, или какие-то покупки, можете там познакомиться. Или вы сейчас пока вот посвящаете все время работе, заработкам, карьере, бизнесу. Кого-то могут отправить в командировку по работе, поэтому вам и некогда будет знакомиться. Хотя рыцарь Пентаклей может показывать женщину земной стихии, это телец, дева, козерог. Эта женщина 25-35 лет, да, есть шанс познакомиться. Да, вот отношения будут очень надежные. Но опять это или может быть знакомство в дороге в какой-то, или страшный суд говорит об обретении счастья. Давайте на одну карту уточним. Да, ну смотрите, вот все, что сказала. У кого-то может быть новая работа, и вам сейчас не до отношений. Может быть, здесь какой-то новый проект или какое-то бизнес-партнерство. Вы сейчас будете полностью поглощены вот заработать и получить свой урожай. И вы его получите. А у кого-то, да, на пороге новое знакомство, новая любовь. Да. Ну, люди разные смотрят. Смотрите, если вы сейчас работаете, то, естественно... Ну, хотя карта говорит, да, захотите, познакомитесь. Для тех, кто работает, да, или много работы будет вот эти 15 дней. Или, знаете, еще, может быть, получение какой-то новой должности. Или вас только-только приняли. Или вы начали какой-то проект. Или, наоборот, вы тут пытаетесь что-то закончить. То есть вот десятка говорит об очень тяжелой ноше. Или вам нужно будет вот эти 15 дней вот собрать все свои силы в кулак, чтобы что-то завершить, выполнить большой объем работы. Или когда мы поступаем на работу, у нас еще мало опыта, знаний, да, и нам тяжело. То есть другие уже, кто давно работает, они справляются легко, а вот вам еще не хватает умения. Ну, опять же, это временный этап. Конечно, иногда десятка говорит очень много работы и не та отдача, на которую вы рассчитываете. Здесь она, как правило, советует, рассмотрите, может быть, снимите с себя какие-то обязанности, какие-то проекты, потому что все-таки это для здоровья это очень тяжело. Да, когда это какой-то кратковременный период, когда вот нам нужно что-то завершить, это другой вопрос. Да, карта говорит, вы справитесь, у вас получится. Но если это реально такая тяжелая работа изо дня в день, то здесь нужно подумать. Или от каких-то обязанностей откажитесь, или меняйте работу. Потому что это чересчур большие физические нагрузки. Давайте вам совет, что ли, посмотрим. Да, вот избавление или освобождение от чего-то тяжелого. Как совет для тех, кто работает. Пятерка мечей может говорить о десятка, почему вам тяжело. Может быть, коллективчик какой-то поганенький. Или это, знаете, как в простых картах, это пустые хлопоты. Объем большой, работы много, а отдачи никакой. Вот две пятерки.
Да еще мало того, может быть какая-то подковерная возня, какие-то интриги, конкуренты не очень порядочные. Да, здесь, может быть, карта вам говорит, подумайте. Может быть, реально стоит сменить работу, если вам тяжело. Для тех, кто в поиске работы, старший аркан сила. Здесь, знаете, карта говорит, если вы предпринимаете массу усилий, чтобы найти работу, она говорит, продолжайте. Может быть, еще рассмотрите по удаленке, может быть, через интернет, то есть работа из дома. Или, может быть, реализуйте то, что вы умеете делать, но, опять же, это может быть или семейный бизнес, или, может быть, это что-то свое. То есть у вас появится шанс начать какой-то вот крупный проект. Тут вот дом лежит, это может быть или из дома, или этот проект приведет вас к финансовому благополучию. Может быть, это что-то связано, покупка-продажа недвижимости. Так, дайте я вам совет посмотрю. Как бы карта-то говорит, есть шанс получить новую работу, еще и в финансах у нас здесь девятка пентаклей. Но иногда она говорит о переезде. То ли о смене рода деятельности, да, то ли о смене рода деятельности, то ли о смене местоположения. Шестерка — это перемены. Но я говорю, здесь, как правило, она говорит, может быть, нужно куда-то отправиться, может быть, это другой район, другой город. А сила может говорить, что вам нужно будет просто на эти перемены решиться. Вот куда-то вас сердце позовет, туда и езжайте. Ну, по финансам я практически озвучила. Да, если это связано с работой, то, может быть, карта говорит, да, это дорога к финансовому благополучию. Кто-то собирает урожай того, над чем он трудился. Урожай-то может быть разный, да, и это может касаться и отношений, какие-то вопросы с недвижимостью или наследство. Но вот смотрите, в конце этих 15 дней у вас ложится пятерка пентаклей. Здесь, конечно, может быть, карта говорит о тех, кто работает. Тут может быть временная безработица. Тут или вы сами уйдете, или все-таки кто-то вас тут подсидит. Потому что пятерка — это интриги за спиной. Поэтому я вам вот здесь хочу получить для вас совет. Как бы пятерка — это может быть кризисы в отношениях, какие-то, может быть, трудности небольшие с недвижимостью. То есть, знаете, вот что-то вы продали, но еще, может быть, что-то не купили. Будет какой-то период, когда вот вы будете как в подвешенном состоянии. Я не думаю, что это кризис в деньгах, потому что в деньгах у нас тут вообще очень все позитивненько. Давайте мы тут уточним. Может быть, конечно, как я говорила, это какие-то проблемы со здоровьем. Проблемы со здоровьем — это врач. Так. Я думаю, что вы с этими делами разберетесь сами. Да, тут ложится ваша карта. Как бы она говорит, слушайте свою интуицию, она поможет вам, может быть, избежать каких-то финансовых потерь, может быть, каких-то трудностей, кризисов. Здесь будет работать ваша интуиция. Ну, смотрите, у вас здесь две карты, да? Королева кубков, и в совет ложится королева мечей. Здесь, может быть, еще, знаете, как совет. Да, если какие-то трудности возникнут, самое главное, старайтесь не эмоционировать. Вы же рыбки, вы очень эмоциональные. Слушайте интуицию и действуйте как королева мечей. То есть, если вы будете чувствовать, что что-то вас сдерживает, что-то вас ограничивает, лишает, может быть, свободы, то вот у вас будет возможность в эти 15 дней от чего-то избавиться, вот освободиться вот этим мечом, что-то из своей жизни убрать, отсечь. Но здесь должен быть только трезвый расчет. Никаких эмоций. Но еще, может быть, реально карта говорит, вам нужно для того, чтобы перемены в вашу жизнь пришли, или вы смогли от чего-то избавиться, освободиться, вам нужно будет вот найти какого-то специалиста. Ну, я уже про эту карту практически озвучила. Но также слушайте свою интуицию, она поможет вам найти выход, может быть, вот из каких-то сложных ситуаций. Но я не думаю, что это что-то серьезное. Совет рыбы.
совет от Ветрянского оракула, первая половина августа. Так, это у нас Атам, туз мечей. Ну, карта перевернутая. Сейчас. Вы можете чувствовать, что защищаетесь без какой-либо явной причины. Не цепляйтесь за свою точку зрения из пустого упрямства и гордости. Такой вам совет. И еще у нас оракул «Магические врата», рыбы, с 1 по 15 августа. Наслаждайся. Я наслаждаюсь благами жизни. Да. Карта говорит трудности, сложности, но не забывайте получать от жизни удовольствие. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.